На исходе месяца у нас с вами уже стало хорошей традицией обсуждать самые интересные и полезные новости из мира здоровья и медицины. Давайте не будем от нее отступать и в последние дни уходящей осени узнаем, какими новостями порадовал нас этот достаточно морозный и снежный ноябрь. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске. Домашние дела вполне могут заменить поход в спортзал. В Соединенных Штатах Америки появилась смертельно опасная грибковая инфекция. Правильный завтрак позволит быстро устранить симптомы похмелья и многое другое. Лазер нового поколения убирает татуировки без последствий для человека. Свести татуировку непросто. На рынке представлены решения по сведению татуировок, включая дермабразию и кислотный пилинг. Однако, в результате избавления от рисунка на теле можно приобрести неприятные шрамы. Новая технология позволяет сделать это без проблем. Впервые лазер для сведения татуировок опробовали 20 лет назад. Лазер последнего поколения, пикосекундный лазер, ищет аномальные цветовые пятна на коже, места с краской. Далее происходит облучение, которое проникает в кожу и расщепляет краску менее чем за секунду. Расщепленные частицы тело выводят через лимфатическую систему. Обработка повторяется через 6 недель и не оставляет видимых следов на коже. В отличие от обычных лазеров, этот эффективно удаляет синюю и зеленую краску. Секрет в скорости доставки импульса и в его большой мощности. Спортивные мужчины живут меньше и реже нравятся женщинам, показал анализ. Исследователи в лице Ричарда Бребискаса установили, женщин не привлекают спортивные подтянутые мужчины старше 50 лет. Мужчина из этой возрастной группы считается более привлекательным, если у него есть небольшой лишний вес. Также столь неспортивный индивид лучше передает гены и вообще здоровее, чем мужчины-спортсмены. В свою очередь, женщины, родившие в молодости несколько детей, чаще умирают в молодом возрасте и быстрее стареют. Что касается мужчин, то для них важно постепенное и естественное снижение уровня половых гормонов. У спортсменов же такого снижения нет из-за всплесков тестостерона. А в результате спортивные мужчины долго не живут. Они могут умереть от инфекций и разных недугов. Врачи подчеркивают, мужчины, немного страдающие от лишнего веса, реже заболевают раком простаты и сердечными приступами, опять же из-за сниженного уровня тестостерона. Автомобили – это пристанище миллионов бактерий. По словам ученых, поэтому необходимо регулярно убираться в машине и мыть ее. Анализ показал, что автомобиль грязнее клавиатур компьютера более чем на 50%, а клавиатура, как известно, страшный рассадник бактерий. Между тем, многие водители считают свой автомобиль чистым. И еще немного статистики. Автомобили на 2144% грязнее смартфонов. Сообщается, что в рамках исследования эксперты брали мазки с разных поверхностей в салоне 20 машин, включая ручник, ручку переключения передач и прочее. В районе ручника на квадратном дюйме 2,5 см в среднем жили 200 бактерий, в том числе довольно опасные, вроде устойчивого золотистого стафилококка. Микроорганизмы особенно часто можно найти на поверхностях, с которыми напрямую контактирует человек. К примеру, человек покашлял в руку, а потом схватился за руль, затем, взяв этой же рукой бутерброд. Цвет упаковки, оказывается, может повлиять на ваш выбор в продуктовом магазине. Светлая упаковка заставляет определенных людей думать, будто перед ними полезный продукт. Одновременно с этим может возникнуть мысль, что продукт имеет плохой вкус. Кильский университет установил, цвет упаковки вызывает ассоциации, связанные со здоровьем, и даже может повлиять на выбор, натолкнув человека на мысль о неприятном вкусе продукта. А в рамках эксперимента были собраны 179 добровольцев. Им показали один и тот же сливочный сыр, но в разной зеленой упаковке, светлый и темный. Сначала добровольцам не разрешалось попробовать сыр, но требовалось сделать предварительную оценку вкуса сыра. Оказалось, цвет упаковки был значимым фактором для людей, думающих о пользе питания. Далее добровольцам дали продегустировать сыр. И тогда уже люди, даже особо не задумывавшиеся о пользе питания, воспринимали светлую упаковку как упаковку более полезного продукта. Но при этом данный продукт им казался менее вкусным. В
Штатах появилась смертельно опасная грибковая инфекция, которая вызвала настоящий переполох в медицинской среде. На сегодняшний день зафиксировано 13 случаев устойчивой инфекции Candida auris. Для США это вообще первое появление данной инфекции. Как правило, грибок распространяется в больницах и прочих медицинских учреждениях. Кстати, в июне этого года устойчивый грибок Candida auris признали серьезной мировой угрозой. На сегодняшний день 4 пациента из 13 уже скончались. Притом, медики до сих пор мало что знают о грибке. Поэтому пока они делают упор на защиту группы повышенного риска, к примеру, лиц с ослабленным иммунитетом. Известно, первые 7 пострадавших зарегистрированы в Нью-Йорке, Иллинойсе, Мэриленде и Нью-Джерси. Все они находились в больнице на момент выявления инфекции. 71% штаммов грибка, поразившего американских пациентов, демонстрировал устойчивость к лечению. Впрочем, штаммы грибка из других стран показывали устойчивость ко всем 3 основным классам противогрибковых средств. Примечательно, американские штаммы связаны со штаммами из Южной Азии и Южной Америки, но пострадавшие никогда не были в этих регионах. Медики рассказали, что случится с человеком, выкуривающим по пачке в день. Эксперты подсчитали, люди, выкуривающие по пачке сигарет в день, обычно получают каждый год 150 дополнительных мутаций в легких. Эти изменения в ДНК представляют собой своеобразные точки отсчета для целых каскадов генетических повреждений, грозящих в итоге раком. Существует и прямая связь между количеством выкуренных за жизнь сигарет и числом мутаций в опухолевой ДНК. Табачный дым содержит более 7000 соединений, включая 70 канцерогенов. Как показывает исследование, самое большое количество мутаций наблюдается в опухолях легких, но образование в других частях тела содержит характерные для курильщиков мутации. Получается, курение вызывает разные типы рака, именно за счет мутаций ДНК клеток. В частности, пачка сигарет в день провоцирует в год появление 97 мутаций в каждой клетке гортани, 39 мутаций в клетках глотки, 23 мутаций в ротовой полости, 18 мутаций в мочевом пузыре и 6 мутаций в печени. Параллельно табачный дым ускоряет ход клеточных часов в органах, напрямую или опосредованно подвергающихся воздействию дыма. Домашние дела вполне могут заменить поход в спортзал. Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяют сжечь привычные и полезные занятия. Заправляя кровать, человек сжигает 70 калорий. Это эквивалентно 20 минутам пилатеса или одному печенью. Стирка 148 калорий. Это 40 минут силовой тренировки с отягощениями или один средний бокал вина. Гладя белье, человек избавляется от 157 калорий, одна пачка чипсов или 30 минут водной аэробики. Если хотите сжечь 161 калорию, подметите полы. Столько содержится в 40 граммах сыра и столько же сгорает за 30 минут катания на велосипеде. Вытираете пыль, сжигаете 166 калорий, один маленький шоколадный батончик. Такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики. Пылесос, как и 20 минут небыстрого бега, поможет уничтожить 175 калорий, одна порция пасты. А мытье окон сжигает 231 калорию, один пончик и 25 минут круговой тренировки. А мытье ванной комнаты 256 калорий, один маффин и 20 минут тренировки на велотренажере. Мытье полов 259 калорий, один кусок пиццы и 15 минут интенсивного бега. Мытье автомобиля 314 калорий, 85 граммов торта и 45 минут бокса или плавания. Пиво защищает от инсульта, показало исследование. Чтобы снизить риск инсульта, нужно употреблять примерно 1 бокал пива в день. Это выяснили специалисты из США. Исследователи изучили влияние алкогольных напитков на организм. В исследовании приняли участие более 80 тысяч добровольцев. Ученые обнаружили, умеренное потребление пива существенно уменьшало вероятность инсульта. 1 бокал пива в день предотвращал распад липопротеинов высокой плотности, хорошего холестерина. Липопротеины высокой плотности мешают образованию тромбов в сосудах. Так, употребление 3,5 литров пива в неделю полезно для сердца и сосудов. Специалисты говорят, что вероятность инсульта снижают и другие спиртные напитки, но наиболее существенно на риск влияет именно пиво. Исследователи подчеркивают, важно следить за количеством потребляемого алкоголя. Злоупотреблять спиртными напитками не стоит.
Дети работающих матерей развиваются быстрее, показало исследование. Специалисты из Оксфордского университета и Лондонской школы экономики обнаружили, что посещение детского сада и время провождения с бабушкой и дедушкой способствовали развитию речи, навыков социального взаимодействия и самообслуживания. Дети, с которыми матери сидели дома, были менее развиты. В исследовании участвовали более 800 матерей. Женщины ответили на вопросы о своем социально-экономическом статусе и уровне развития своих детей в возрасте 2 и 3 лет. Ученые установили, чтение и посещение других семей развивали речь детей, а творческие занятия – мелкую моторику. У детей, ходивших в детский садик, уровень развития навыков самообслуживания оказался на 10% выше, чем у тех, кто в детский сад не ходил. У участников, проводивших много времени с бабушкой и дедушкой, уровень развития речи был на 5% выше, а уровень развития социальных навыков на 10% выше. Дети, с которыми матери сидели дома, на 5% отставали в развитии бытовых и коммуникативных навыков от своих сверстников с работающими матерями. Высшее образование матери играло определенную роль. Также исследование показало, что уровень развития оказался выше у детей с молодыми родителями. Ученые обеспокоены последствиями использования гарнитур виртуальной реальности для детей. Популярность таких гарнитур стремительно растет. В связи с этим специалисты призывают срочно проводить исследования, которые помогут понять, как гарнитуры виртуальной реальности влияют на способ обработки мозгом визуальной информации. Гарнитуры предназначены для того, чтобы пользователь полностью погрузился в игру или приложение. Большинство гарнитур виртуальной реальности не имеют возрастных ограничений. По приблизительным оценкам, 26% людей, использующих гарнитуры, младше 18 лет. Между тем, в возрасте от 6 до 12 лет активно развивается внимание, способность к слежению и восприятие глубины. По словам экспертов, вероятно, дети, у которых есть гарнитуры, не могут от них оторваться. Поэтому важно понять, как их использование сказывается на детском мозге. Кроме того, возможно, гарнитуры виртуальной реальности повышают риск развития близорукости и синдрома цифровой усталости глаз. Интернет нужен многим людям больше, чем шоколад, алкоголь и секс. Судя по всему, проблема интернет-зависимости становится все более актуальной. К такому выводу пришли сотрудники компании iPass, опросив более 1700 человек из Европы и Северной Америки. Респонденты ответили на вопросы о частоте выхода в сеть, своих предпочтениях и ожиданиях. Также участников попросили оценить собственный уровень зависимости от мобильного интернета. 40% опрошенных назвали Wi-Fi неотъемлемой частью своего дня. 37% выбрали секс, 14% – шоколад, а 9% – алкоголь. Примерно 3/4 участников опроса заявили, благодаря Wi-Fi качество их жизни существенно повысилось. Кроме того, наличие Wi-Fi оказалось одним из основных критериев при планировании поездок. Так, 72% респондентов когда-либо искали отель, в котором были бы Wi-Fi. 21% поступал так все время. Другое исследование, проведенное в университете Макмастера, показало, что интернет-зависимость связана с депрессией, тревожностью и импульсивностью. Также она снижает концентрацию внимания. При этом постоянное пребывание в сети является социально приемлемым. Правильный завтрак позволит быстро устранить симптомы похмелья. 100% работающих методов предотвращения похмелья нет, за исключением воздержания от спиртного. Однако специалисты утверждают, что им удалось найти уникальный и, что важно, универсальный способ избавления от похмелья. Яичница с беконом – идеальное сочетание для людей, бывших невоздержанными в отношениях со спиртным. Это так называемый классический английский завтрак. И поможет он от недомогания, по словам ученых, быстрее, чем обезболивающие. Методику протестировали в рамках эксперимента, к которому привлекли 2000 человек. В итоге 38% участников исследования, употреблявших жареные яйца и бекон, полностью избавились от симптомов похмелья всего за 3 часа. Аналогичных результатов в группе, пивших обезболивающие, удалось добиться лишь 19% человек. Кстати, хуже всего избавлял от похмелья банальный отдых. Отлежавшись в постели, от симптомов похмелья избавлялось только 3% добровольцев. На сегодня это все. Еще больше новостей и всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем человека и окружающим его мире, можно узнать из наших пабликов ВКонтакте и Одноклассники. Не болейте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!